Привет! Из этого видео вы узнаете об основах судейства в киле. Без судей не обходится ни один серьезный спортивный турнир. Они необходимы, чтобы игра шла по правилам и применение правил было одинаковым и равным для всех участников соревнований. В противном случае игра теряет дух и принципы спортивного соперничества. Судейство в киле требует не только досконального знания правил игры, но и хорошей физической формы, а также высокой психологической устойчивости. От того, насколько судья объективно расценивает игровой момент, придерживаясь правил игры и здравого смысла, от его решительности и уверенности зависит атмосфера на поле, ход и целостность игры. Итак, в киле судейская бригада состоит из 4 человек, 2 полевых и 2 боковых судьи. Полевые судьи разделяют роли между собой и называются первый полевой и второй полевой. Первый полевой судья дает сигналы начала, остановки и окончания игры, следит за временем игры, фиксирует результативные действия, нарушения, назначает наказания и руководит судейской бригадой. Второй полевой судья имеет право останавливать игру в случае фиксации нарушения и выносить игрокам наказания. У обоих боковых судей роли одинаковые. Они смотрят за боковой линией поля, сигнализируя, когда и от кого уходит мяч за пределы игрового поля. Также они смотрят за соблюдением игроками линии розыгрыша мяча при боковом розыгрыше и розыгрыше нарушений. Дополнительно боковые судьи могут фиксировать нарушения, сигнализируя об этом полевым судьям, но при этом они не могут остановить игру. Судейская форма состоит из рубашки пола, черных спортивных или компрессионных штанов, кроссовок. Первый полевой при себе должен иметь свисток, комплект карточек, часы с функцией секундомера, монету для определения, чья атака будет первой, рацию с гарнитурой. Второй полевой при себе должен иметь свисток, комплект карточек, рацию с гарнитурой. У бокового судьи из экипировки только судейский флажок. Первый полевой и боковые судьи перемещаются по полю вслед за перемещением мяча, и их взгляд фокусируется на игровом процессе, который происходит около мяча. Второй полевой судья следит за игроками, которые не находятся рядом с мячом, и перемещается в основном по краям поля в противоход первому полевому. В начале игры, когда мяч вводится с черты города, боковые судьи должны стоять посередине поля и следить, чтобы игроки до свистка находились на своей половине поля. Второй полевой также находится примерно посередине поля, чтобы следить за столкновениями первых линий игроков. Первый полевой судья стоит ближе к мячу и следит, чтобы мяч был разыгран по правилам. Затем перемещается вслед за перемещением мяча. Первый полевой. Поднятая вверх рука означает, что правила розыгрыша соблюдены, и судья готов дать свисток для начала или возобновления игры. Также поднятая вверх рука может служить дополнительным способом привлечения к себе внимания. Сигналы свистком будем обозначать короткий сигнал точкой, продолжительный сигнал тире. Запуск и остановка игры. Время схватки вышло. Взятие засчитано. Нарушение. Второй полевой. Сигнал свистком у второго полевого есть только один. Это 3 коротких сигнала, обозначающие фиксацию нарушения и остановку игры. Боковой судья. Если мяч покидает пределы поля, боковой судья поднимает флажок вверх и встает на боковую линию в той точке, где мяч ее пересек. Далее вытягивает свободную руку в сторону города той ватаги, к которой переходит владение мячом. Судья делает шаг назад и вытягивает руку с флажком вперед от себя, обозначая таким образом линию розыгрыша. Второй боковой судья дублирует все действия первого, также вытягивая руку с флажком вперед. Как только судья дает свисток, обозначающий запуск бокового розыгрыша, боковые судьи опускают флажки вниз. Боковые судьи смотрят за захватами городов. Оба боковых судьи должны отреагировать на взятие. Если судья считает, что взятие можно засчитывать, то он направляет конец флажка
на черту города примерно под углом 45 градусов и показывает на вытянутый вверх руке большой палец, направленный вверх. Если судья посчитал, что взятия не было, то он поднимает флажок вверх и показывает рукой, чей боковой розыгрыш. Помимо жестов и звуковых сигналов, судьи обязаны объяснять, за что выносится та или иная санкция, почему была остановлена игра, а также подсказывать игрокам на поле в процессе игры, что происходит. Например, свободный мяч можно играть. Зайди за линию розыгрыша на свою сторону. Мяч на земле играем ногами. И так далее. Рация помогает контактировать судьям и секретарю удаленно. Особенно это полезно, когда играют сразу несколько полей. Но для того, чтобы секретарь корректно записывал информацию, необходимо соблюдать очередность диктовки информации для секретаря. Первое. Говорится номер или название поля. Второе. Событие. Взятие или нарушение. Третье. Название в атаге. Четвертое. Номер игрока. Черное поле, взятие, северные волки, номер 10. Еще есть нюанс общения через гарнитуру. Гарнитура включается с небольшой задержкой, поэтому нужно нажать на кнопку, подождать секунду и только потом говорить, иначе первые слова будут не услышаны. А также микрофон не нужно близко подносить к рту. Черное поле, взятие, северные волки, номер 10. В зависимости от грубости нарушения судья может вынести устное предупреждение, желтую карточку или красную карточку с последующим удалением с поля и отстранением от дальнейшего участия в турнире. Все решения судья должен выносить четко и громко, объясняя, за что и какая была вынесена санкция. Но при этом судья не должен вступать в полемику и спор с игроками. Судейство – это отличная возможность быть частью любимой игры, даже если по каким-либо причинам у вас нет возможности быть игроком.